Удача порой движет нашими действиями, но продолжается это, увы, недолго. И события, происходящие после, вполне могут быть весьма негативными. Так произошло и в этот раз, ведь именно удача привела нас на этот завод. Но всего пару часов спустя нас задержала полиция, а спустя еще полчаса приехали сербские ФСБшники. С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. И в этот раз мы исследуем завод, который совсем недавно был частично заброшен, а некоторые его цеха работают до сих пор. И мы побываем как в заброшенной части, так и в действующих корпусах. Многим это может показаться удивительным, но на этот завод мы попали случайно, после того, как нам не удалось забраться на территорию другого предприятия, ради которого мы, собственно, приехали в этот город. Поэтому с самого начала мы не имели ни малейшего представления о том, что же выпускал этот завод. И эту загадку мы разгадывали постепенно, переходя из помещения в помещение, из цеха в цех, изучая документы, станки, в общем, все, что могло нас как-то приблизить к ответу на этот вопрос. Фактически чисто случайно набрели на очень интересное место. Тяжело сейчас предположить однозначно, что здесь стояло, но судя по выхлопу, возможно, здесь стоял дизель, потому что в соседнем помещении он даже почти сохранился. Очень интересно, какие здесь двери были, обитые толстым слоем шумоизоляции, обтянутый дермантином. Здесь вот за этими решетками находилась, скорее всего, вентиляция принудительная. Посмотрите, как все это интересно выглядит. И вот, собственно, сам дизель, без головки блока цилиндров, 4-цилиндровый дизель. Его только-только начали дестроить. Да, и в соседней комнате была абсолютно аналогичная дизельная. Видим прокладки блока цилиндров. Но самое интересное нас ждет за помещениями, где находились дизели. И здесь мы видим старую ЭВМ. Я, честно говоря, на объектах фактически впервые встречаю такую конструкцию. Теперь уже вижу, что это болгарский шкафчик. Здесь находится принтер, который, видимо, фиксировал параметры работы системы. И внутри это все тоже целое. Очень интересное, очень крутое место. Вот еще один такой же шкафчик. Все практически идентично. Здесь тоже клавиатура выдвигается. Здесь находится силовой шкаф. Причем он тоже полностью рабочий. Отсутствуют некоторые предохранители. И чем же управлял этот силовой шкаф? Вентиляторы, какая-то циркуляция и теплый воздух аппаратный. Здесь же опять видим прокладки блока цилиндров. И фактически вот так по кругу мы обошли эту дизельную, где находилось два дизеля. А за ней очень интересные управляющие блоки из старых ЭВМ. А это, ребята, рабочая котельная. Абсолютно не подестроенная. Пытаюсь найти год производства, но... Ага, 1990-й. Прямо фактически перед началом развала Югославии. Все такое слегка ржавенькое, но все живое. Прям все живое. Чем дальше мы продвигались по территории, тем больше поражала степень сохранности всего оборудования внутри заводских корпусов. Там вот вся электрика целая. Все рабочее, ребята. Ну и, конечно же, умывальник для монтеров. И отопительный насос очень массивный. Вся электрика, управление и котлы.
Закатные заводские крыши. Мы сейчас находимся на крыше цеха, где была котельная. Наконец мы попали внутрь одного из цехов, и здесь нас ждал просто очень приятный сюрприз. Полностью целая лаборатория, то есть тут ничего не пытались демонтировать, вывозить. Не знаю, откуда такое изрядное количество воды, боюсь ошибиться, но, по-моему, 2 аппарата по краям – это автоклавы, что-то для стерилизации, а посередине печь. И вот еще прибор, который по своему внешнему виду отдаленно напоминает микроволновую печь, но это, конечно, не она. Произведен он был в Загребе. Здесь весы, которые позволяли измерять, насколько я понимаю, до миллиграмма. И что находится в этих колбах, даже не берусь предположить. Здесь помещение для лаборантов. И, вероятно, помещение начальника лабораторий. Ну, или место для отдыха. Ну и, конечно же, интересно посмотреть календари. И что самое интересное, календарь 2023 года. 99, 2007 и 2023 год. Здесь уже какие-то подсобные помещения, очевидно, механиков, которые обслуживали цех. Вообще похоже, что этот завод, это предприятие только-только закрылось. Год назад, может быть, даже меньше. Здесь выход в цех. Слушай, тут все под напряжением, тут все рабочее. Смотри, там даже горит что-то. Пи***ц. Ребят, тут все полностью рабочее. Но слышно, что в цеху есть напряжение. Здесь у нас рабочая раздевалка. Ну, прям вообще все, как на любом советском заводе. Даже остались чьи-то вещи, обувь, рабочие куртки. Давайте теперь отправимся наверх на 2-й этаж. Здесь были административные кабинеты. Как же тут жарко. Опять встречаем Кульман. Шкафы для проектной документации, которые мы уже неоднократно видели. А вот это, похоже, плоттер. Очень-очень старый. Это был проектный отдел. Посмотрите, работает освещение. Вообще весь этот завод, несмотря вот на всю эту старую древнюю технику, сканер непонятно каких годов, но весь этот завод, судя по всему, совсем недавно прекратил свою работу. Самые разные года видим. 1981, 2009, 2005. Еще один кабинет очередной с грудой документации, как всегда. А здесь целый склад компьютеров. Видимо, здесь сидели местные сисадмины когда-то. Техника, конечно, жутко лохматых годов, но даже бесперебойники. Причем вот этот вполне себе даже современный. Ну, это же кайф снимать на старом заводе, где даже работает свет, где уже полы вздулись так, что они трещат под ногами, но при этом свет работает. Ух,
уходя, гасите свет. Ну, скорее всего, не хватит диаметра. Толщины. Точнее, перебор. Теперь не можем выключить свет. Нет, слушай, она- Чуть-чуть. Попробуй ее просто расширить, блядь. Только окончательно не доломай. Все, ей. Есть. Решили чинить свет. Ты его потом собирать будешь? Нет. Бесполезно. Ну и? А как ты себе это видишь? Ну вот это хуйня поворотная. Ну что, тут можно на самом деле дернуть просто вот один провод. Не знаю, так, чтобы тебя не ебало. Я тебе говорю, я электричество боюсь. Категорически. Но на эту штуку точно не должно быть. Так, ну короче, я стою на резиновом этом самом, все, тут вообще типа, окей, да, я потный, там все. Ну что-то, конечно, не очень люблю такое делать. Ну, вообще это Совсем, блин, вообще, неприятно. не, ну за это ничего, мне кажется. То же самое, что она хоть, она, по-моему, не прокручивается ни хрена. Она, короче, походу ее, Заклинила. ну А да. вот кусать провода, конечно, стрёмно. А пассатижей у тебя нет? Не. Ну и? И где результат? Нету, да? А, она вернулась назад, да? Или что? Да. Кстати, можно 0 сначала. Ну, не, 0 он все равно коротить будет. Ой. Ладно. От того, что ты его просто вытащишь, точно ничего не будет. Ну да, вот сюда вот по возможности вытянешь. Я это имею в виду, чтобы его кусать не в корпусе. Да понятно, но все равно не знаю, что он типа. Так, чё, я стою на изоляционной площадке, у меня перчатки, это изоляция тоже куси. Мне надо еще палочку какую-нибудь было деревянную приготовить, чтобы тебя оттуда ею выбивать. Я же что? Да блин, как же не хочется это делать, если честно. Вот это прям уже будет стопроцентная изоляция, ну не знаю. Ну, блин, 380 здесь точно не пробьет. Интересная изоляция, блин. Все. Теперь мы нашли рабочую столовую. Вот здесь, я так понимаю, заделаны. Хотя нет, здесь во всю стену. Думал, что это раздаточные окошки заделаны, но нет. И вот они, широко любимые раздвижные двери югославские. Только здесь они не деревянные, что чаще всего бывает, а из какого-то кожезаменителя, дермантина. Производственный цех по самим агрегатам, по самим станкам, пока даже в голову не приходит, что здесь могли делать. Слушай, а у меня есть догадка, подойди сюда. Вот, скорее всего, их здесь и делали, на этих дизелях испытывали. И поэтому там стоит эта техника, компьютеры эти старые. То есть здесь, скорее всего, как раз разрабатывали и производили вот эти вот прокладки головок блока, цилиндров. Может быть, не только это, может быть, какие-нибудь еще масляные фильтры, то есть все, что касается запчастей для двигателя, таких вот мелких. Вот опять видим прокладку головки блока цилиндров. Самых разных форм, видимо, под разные двигатели, под разные марки. А вот теперь-то становится уже более или менее понятно, чем занималось это производство. Вот что здесь делали. Здесь делали различные запчасти. Это как раз клапанный механизм Лада 2106. Как тебе такое? Серьезно? А ты не видишь? Куда серьезнее. А вот застава. Застава 1300 кубических сантиметров. Посвети на ладу. Вот что здесь делали. Теперь все ясно. Делали. Вот смотри, Лада 2101. Где? Вот. Ага, Лада 2101, точно. Флорида. Застава. Паркование. Шкода.
Где Шкода? А вот вижу Шкода, да. 20. Тележка с гидравлическим подъемным механизмом. Honda. Даже Honda. Опять Застава. Ну, естественно, в основном делали для югославских моделей, но в том числе и советская Лада, и даже японская Honda. А вот мой напарник для понимания масштабов. Не знаю, что здесь вообще было. Явно понятно, что здесь организована какая-то вытяжка, но она не из всего цеха, а только из участка, производственного участка, который вот здесь вот что-то производил. Там, кстати, печь, скорее всего. То есть вытяжка, и там печь, скорее всего, электрическая. Электрические нагревательные элементы, хотя это, конечно, нет точно, может быть и газ. Такси. Такси. Местное такси по цеху. Когда работяги после смены напьются и катают друг друга на такси. А вот это очень похоже на какие-то заготовки. Вот тоже прокладки. Прокладки картерной крышки, скорее всего. Или под клапанную крышку, одно из двух. Еще даже не пробитые под шпильки. И судя по лаборатории, судя вот по тому помещению, где мы видели 2 дизеля, все эти изделия как раз там проходили испытания. Смотрите, какие огромные станки. Да, очень крутое место. Причем сам станок его Лола Рибар, Биоград, Железник. Железник – это район в Белграде, и, соответственно, вот этот вот станок, значит, отечественный сербский. Музыкальный центр, который тоже работает. То есть у меня сейчас слишком яркий свет включен. Сейчас я выключу свет. Видите? Горит. Довольно странно, что когда я стал искать информацию о заводе при подготовке этого видео, то ее практически не оказалось. Но кое-что все же удалось найти. Предприятие было основано в 1935 году, а с конца 1960-х годов стало крупнейшим производителем продукции из асбеста на Балканах. Здесь выпускали фрикционные накладки для тормозных колодок и сцеплений, прокладки и уплотнительные кольца для двигателей внутреннего сгорания, технический текстиль и уплотнительные материалы, армированную и неармированную пряжу, защитную одежду и ткань, а также теплоизоляционные материалы. После принятия в 2005 году полного запрета на промышленное использование асбеста в Евросоюзе и вступления в силу аналогичных правил в 2011 году в Сербии, предприятие заменило асбест на другое сырье. Собственно, запрет использования асбеста не повлиял на функционирование завода и тем более не стал причиной его банкротства. Информацию о том, что же привело предприятие к банкротству, найти не удалось. В отдельных статьях упоминался сербский криминальный авторитет Слободан Радоевич, известный как Боба Елен, который якобы приватизировал завод и после этого незаконным путем вывел все имевшиеся средства предприятия на подставные счета. Но убедиться в достоверности этой информации мне не удалось. Здесь складирован материал, который использовался в производстве. То есть прямо вот заготовки, сырье, все оставили как есть, когда остановили производство. Итак, давайте посмотрим, что в этой части цеха есть интересного. Вот здесь мы можем видеть резак. Это огромный промышленный резак, нож гильотина. И здесь резали как раз, скорее всего, вот эти вот заготовки. Сейчас я к нему подойду поближе. Вот здесь сложены обрезки. Обычная история. Это я могу вам точно сказать, как человек, связанный с полиграфией. В полиграфии тоже используются практически такого же плана резаки, даже иногда таких же размеров, под формат А1, А0. То есть внешне это все ничем не отличается. Вот здесь мы видим нож гильотину. И сюда закладывали заготовки, материал, который резали. Причем размеры были очень большие. Вот по этой станине передвигается задняя часть, которая двигала эти заготовки на определенное расстояние от ножа. Можно было выставить размер. Здесь, как это делалось сейчас, честно говоря, не знаю, не вижу. Ну вот здесь уже заданные предустановленные размеры.
Видимо, 1,3 метра, 2,4 метра, 1/2, 1/3, 1/4, скорее всего так. В полиграфических резаках размер можно выставлять с точностью до миллиметра. И здесь же находятся какие-то машины. В этом производстве я уже ничего не смыслю. Но к ним вот по конвейерной ленте подавалось что-то, что подвергалось обработке сверху. Вот опять же огромное количество обрезков. Это не заготовки, это как раз обрезки материала. Вот здесь мы видим кругляшки. Какой добрый ключик. Да. Петрович, ты на 222 ключ просил. Лови. Так эти машины выглядят с другой стороны. От этой конвейерной линии. Что они делали, к сожалению, не могу сказать. А это у нас что, похоже на поршневые кольца. В общем, чего здесь только не делали. На этом заводике для самых разных двигателей. Вот еще различные изделия, которые производились на этом заводе. И Шкода, но это мы уже видели. А теперь, друзья, вы очень удивитесь. Ламборджини. Вот на этой полочке лежат детали для двигателей Ламборджини. 0. Нет запала. 1. Есть запал. Ну что? Ну попробуй. Фух. Тишина. Тишина. Мы переместились в другой цех. И здесь прошу простить мой шепот, поскольку здание расположено вблизи охраны. И, кроме всего прочего, здесь все оказалось полностью действующим. Посмотрите, какие машины, какое оборудование. И все это полностью рабочее. То есть просто полностью рабочее. А вот здесь производятся фрикционные накладки. То есть, попросту говоря, тормозные колодки на этом станке. Я не знаю, слышно вам или нет, но тут все в рабочем состоянии. И, кстати, тоже написано, что это оборудование для производства фрикционных изделий. А вот эта печь с температурой до 400 градусов. Или нет, вру. Это не печь, это пресс. Тогда что значит 400? Кстати, тоже под напряжением. 400 вольт, 400 дин. Смотрите, гидравлический пресс 5,5 меганьютонов. И таких гидравлических прессов 1, 2, 3, 4, 5. 5 прессов, которые выдают 5,5 меганьютонов. И здесь различные формы ставятся. Тут все живое. То есть вообще вот этот цех, похоже, рабочий. Смотри, ни пыли, ничего. Чашки чистые. Плавно мы переместились в другую часть цеха. И здесь уже какие-то достаточно однотипные станки. Не таких огромных размеров. Мне кажется, они как раз предназначались для того, чтобы высекать определенные детали. Опять же, у каждого станка контейнер с обрезками. А буквально через 20 минут нас уже поджидала полиция. И мы провели ночь в участке, куда допрашивать нас приехали сотрудник агентства безопасности и информирования из Белграда и прокурор общины. Впрочем, обо всем этом я подробно рассказал на стриме.